Говорят, можно смотреть вечно на две вещи. Как горит огонь летом у костра, как течет вода из ручейка. Но есть еще одна вещь. Но об этом чуть позже. Привет. Realme 6 Pro. Телефон этот давно уже продается в Индии, все как-то не получалось его достать. На самом деле сейчас его еле-еле купил. Возможно, если ты зритель из будущего, уже нет трудностей пойти в магазин его купить, но сейчас предзаказ у него только с 19 мая, а ко мне он попал 14. Так получилось, что прямо во время презентации в одном из российских ритейлеров страничка с товаром Realme 6 Pro стала активной, его можно было покупать. Ровно до того момента, пока на презентации не сказали, что предзаказ 19 мая и страничка закрылась. И ровно в эти 20-30 минут один гражданин успел его оформить и купить, и вот у него уже на Авито купил я. В общем, такая нелегкая судьба у этого аппарата. Пока тестирую, уже успел его и возненавидеть, и даже в чем-то полюбить. В общем, обзор Realme 6 Pro. Вообще, если просто смотреть характеристики, прям как будто золотая середина, хит продаж и топ за свои деньги, и отчасти так и есть. Тут тебе и быстрая зарядка на 30 Вт лежит, что для этого сегмента вообще хорошо. До 100% телефон зарядился с ней за 1 час 3 минуты. Конечно, Type-C кабель, скрепка, на экране уже наклеена защитная пленка, и в комплекте лежит толстый такой силиконовый чехол, в нем вот прям ничего телефону не будет страшно, защитит от всего. Вот на фоне, наверное, вообще всех производителей телефонов Realme по дизайну просто не парятся. Зачем? Несколько лет назад они уже придумали, как располагать блок из камер, ну и в принципе все, достаточно. Realme 5 Pro и XT, даже в почти флагмане X50 Pro блок из камер стоит идентично. Но зато Realme берут другим. Стоит тебе взять 6 Pro в руки и все, тебя уже не остановить. На ближайшие минут 5 ты занят, разглядывая, как красиво переливается красная, в моем случае молния, на задней крышке из стекла. Правда, разглядывая этот new дизайн, рукой не ощущаешь характерного холодка от граней, что говорит тебе о том, что да, они из пластика. Но весь гипноз как рукой снимает, когда ты включаешь экран. Личинка. No! No! На этот раз тебя уже пытается гипнотизировать Ким Чен Ын, и, наверное, это единственный плюс такого решения, что можно ставить разные веселые картинки, потому что эстетическое удовольствие тут не получить. Естественно, в этой личинке нет никаких специальных датчиков для разблокировки лица, просто двойная фронтальная камера. Одна на 16 мегапикселей и ультраширик на 8. Честно, хотел поругать такое решение, но днем, в принципе, обе снимают прям неплохо, для Инстаграма точно сойдет, а вот ночью наоборот, обе такое себе. Немного покрутив телефон в руках, на нижней грани замечаешь 3,5 мм разъем для наушников, лоток для сим-карт тут с поддержкой карт памяти, что приятно, и отдельно на правой грани в кнопке включения спрятался сканер отпечатков пальцев. По нему в плане работы вообще нет вопросов, реально быстро работает, но вот не очень понравилось исполнение. Края самой кнопки какие-то острые, палец прям цепляется об нее. Короче, каждый раз, когда ты разблокируешь телефон, она тебе как бы напоминает, что да, дружок, не флагман ты себе купил. Ну, конечно, киллер фичи этого телефона — это экран. 90 Гц в среднем сегменте — это прям хорошо. IPS-экран 6,6 дюйма, и отдельно хочется похвалить прям неплохие углы обзора, нормального такого качества матрицы, но есть и пару недостатков. Первый — яркость на максимум всего 500 нит, то есть на солнце будет уже немного слеповато. Второй и, наверное, самый главный недостаток, примерно то же самое было и в Redmi K30. Это был китайский аппарат, который так и не добрался в Россию, но Realme добрался. Так вот, преимущественно на белом или светло-сером фоне видны темные засветы внизу экрана по бокам и снизу от фронтальной камеры. Причем для этого не нужно подсветку убирать до минимума, это видно на любой яркости, и честно, вот это уже немного подбешивает. Вот стоит один раз это увидеть, все, больше не развидишь. Выход, конечно, есть из этой ситуации. Ставишь Ким Чен Ына или Бендера на рабочий стол, включаешь режим затемнения, ну или темные темы по-другому. И все, вроде как бы ничего не видно, делаешь вид, что ничего не происходит, но неприятный осадок все равно остается. 90 Гц, правда, радует глаз, все такое плавное, но не везде. Во-первых, на это мы и не рассчитывали, в играх 90 FPS не работает, но это ладно. Так вот, в обычных приложениях это тоже не везде работает. К примеру, настройки, рабочий стол, тут все нормально, потом бац, заходишь в ютубчик, и тебя уже встречает перелистывание в 60 Гц, который из-за такого вот перехода ощущается как такие подтормаживания. Тоже немного портит впечатление, но возможно это поправить с прошивками. Но давайте о хорошем. NFC тут есть, Google Pay работает, стереозвучание нет, тут этого нет. Динамик тут один, снизу находится, такой не очень громкий, средний, и от вибромоторчика тоже ничего особенного не ждите, он такой обычный, немного дребезжащий. А теперь пару минут похвалы.
Процессор тут стоит Snapdragon 720G. Нам он известен по Redmi Note 9s, нам он зарекомендовал себя более чем уверенно. 288 тысяч баллов в AnTuTu набирает, но настоящие чудеса происходят при запуске теста на тротлинг. За час производительность не просела вообще от слова совсем, но такой показатель достигается не без помощи охлаждения. Пассивное тут хорошо продумано, и даже под нагрузкой через 2 часа температура в максимальной точке была всего 43 с небольшим градусов. Прям хорошо. Естественно, процессор не создан для игр на ультра настройках, но высокие ему почти всегда даются, а средние вообще везде. Например, Shadowgun Legends. Высокие настройки — это как раз та игра, где высокие идут не очень. Встречаются просадки до 25 FPS, в общем, это уже не играбельно. Но эта игрушка, наверное, для совсем фанатов этой игры, а вот Call of Duty иногда уже могу поиграть. На высоких настройках графики там доступна максимальная частота кадров, то бишь 60 FPS как бы доступно, и они есть, но бывают фризы и до 40. Средние уже идут стабильно, только почему-то именно с колдой есть определенные проблемы. Поиграть нормально у меня так и не получилось. Примерно через 5 минут после каждой игры бац, и появляется черный экран. Причем по звуку слышно, что игра как бы еще идет, но кроме черного экрана больше ничего не появляется, свернуть и развернуть тоже не помогает. И тут явно проблема на стороне телефона. У меня на руках еще как минимум 4 Android смартфона, и таких выкрутасов нет. А в остальном на канале есть аж 16-минутное тестирование Snapdragon 720G в разных играх, в описании в подсказке вверху сейчас появится. Аккумулятор в 4300 мАч, как мы уже выяснили, с помощью комплектной зарядки почти за час заряжается полностью, и это реально быстро. Благодаря связке процессора и не самого яркого экрана цифры по автономности получаются такие. 1 час Shadowgun Legends на максимальной яркости съел 28%, конечно многовато, а вот 1 час YouTube через Wi-Fi уже 12%. В смешанном режиме с камерами, играми, ютубчиком у меня получилось 5 часов 13 минут экрана. Это не самый большой показатель, но игр там все же было больше. Недавно на канале был обзор Realme X50 Pro, что-то типа флагмана на 865 снэпе, но для него, как для телефона, который стоит там 40-45 тысяч рублей, камеры были слабоваты. А для Realme 6 Pro наоборот. Основной модуль тут стоит самсунговский GW1 на 64 мегапикселя, ровно такой же, как стоит в Realme X50 Pro типа флагмане, ну и такой же, как в Realme XT, Redmi Note 8 Pro и так далее. И для среднего сегмента модуль реально хороший. Пару снимков сравним с OnePlus 8 Pro, телефон, конечно, из другой лиги и стоит почти в 4 раза дороже, но отрыв небольшой. Днем детализация очень близка к OnePlus, похуже, конечно, но не в 4 раза. Единственное, Realme иногда балуется цветами или делая листву слишком желтой, или наоборот чересчур зеленый. Иногда бывают кадры, например, как с домом, когда вообще что-то происходит, и Realme даже больше деталей захватывает. Портрет, если посмотреть, Realme обработал тоже почти без артефактов по краям. В общем, основной модуль тут без сюрпризов, старый добрый знакомый. Но ночью, будем честны, все же не так хорошо, падает резкость, увеличивается количество шумов. Широкоугольного модуля немного не хватает деталей и может быть красок, ночью шумов, конечно, становится вообще овер до хрена. А вот телевик, который выдает двукратное оптическое приближение, вполне неплох, да, тоже чуть больше шумит и мылит, но неплохой. Realme 6 Pro, 4К 30 кадров в секунду. Ну, по крайней мере, на экране телефона как будто даже стабилизация выглядит неплохо. Цвета вот. Вопрос по цветам слишком, опять же, на экране телефона выглядит все как-то перенасыщенно. Кстати, с фотографиями та же проблема. Действительно неплохая стабилизация, видны, конечно, иногда такие легкие артефакты, единственный микрофон немного тиховат. Сейчас по предзаказу Realme 6 Pro продают за 22 тысячи рублей, а потом, когда халява кончится, будет стоить аж вообще все 25. И это, конечно, немного дороже своего предшественника Realme 5 Pro, который сейчас можно найти там за 12-13 тысяч рублей. Но такое ощущение, что Realme что-то меняет в своем модельном ряду, и Realme 6 Pro как будто пришел на смену Realme XT, ну, по крайней мере, если судить по стоимости. Вообще, по характеристикам получился сбалансированный аппарат, все в нем есть, прикольный дизайн, нормальный процессор, камера неплохая, NFC, аккумулятор не самый большой, но вполне себе. Но давайте еще раз недочеты. Личинка в экране выглядит не очень, хотя может и есть любители, кнопка включения слишком небрежно сделана и постоянно цепляешься за нее пальцем, игры вылетают, и самое грустное — засветы на экране. Засветы не хочется видеть даже в телефонах там за 10-15 тысяч рублей, а Realme нацелил в сегмент еще выше, 20-25. Короче, тут это меня расстраивает. Вообще, если экран не смущает, брать можно, потому что, в остальном получился реально нормальный аппарат. А теперь пиши в комментарии: Realme 6 Pro, топ за свои деньги и shut up and take my money, или что-то дороговато и такие косяки за такую стоимость недопустимы. Ставь лайк, если было полезно, ну и, конечно, подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.